Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о том, что стоит держать в тайне, какие вещи, какие секреты не стоит рассказывать даже близким и родным людям, если вы хотите быть богатым, счастливым, а также жить в изобилии, в достатке и благополучии. Давайте, друзья, вместе с вами в этом всем будем более детально разбираться. Вы знаете, людям свойственно все свои действия обсуждать с другими людьми, независимо, они положительные и принесли кому-то какой-то хороший результат, в чем-то помогли и, возможно, даже повернули жизнь человека в другом направлении, благодаря чему она стала успешной и обеспеченной, или же отрицательной, когда вы принесли человеку вред, возможно, как специально, так и случайно, чем наполнили жизнь данного человека проблемами. Очень мало людей, которые все держат в секрете и не считают нужным кому-то о чем-то рассказывать, делая это из разных соображений, таких как, например, как то, что они не хотят, чтобы кто-то вносил коррективы в их действия, указывал им на их допущенные ошибки или же навязывал свое видение данной ситуации. Некоторые люди считают, что совершенный ими поступок не должен иметь для других людей значения и в принципе окружающим людям. В большинстве случаев все равно, что делает кто-то другой. А если не все равно, в данном действии присутствует любопытство, порой зависть и даже зло. А человек на подсознательном уровне ограждается от этого, держа свои действия в тайне. Есть и сокровенные мысли, которые люди доверяют только себе. Есть и такая категория людей, которые не имеют того, с кем готовы делиться своими мыслями и совершенными действиями. В большинстве случаев, совершив какой-то поступок, мы спешим быстро рассказать о нем своим близким и родным людям. Порой для того, чтобы найти одобрение в своих действиях, а порой для того, чтобы, сами того не понимая, возможно, чтобы похвастаться, показать то, на что вы способны, и подчеркнуть свои достоинства. Но есть то, что не стоит рассказывать никому, так как такие рассказы способны привлечь ненужные энергии, проблемы и аннулировать то добро, а также отобрать все положительные энергии, которые вы данным событием притянули, как в жизнь какого-то человека, так и в свою. Порой хорошие энергии, казалось бы, таким безобидным рассказом можно заменить на плохие. Итак, не стоит рассказывать о своей семье. Это должно быть табу для любых людей, даже тех, кого вы считаете, как вы думаете, самыми близкими друзьями. То, что происходит в вашем доме, в вашей квартире, в доме должно и остаться. Негатив, который человек может излучать, испытывая зависть при вашем рассказе, способен притягивать негативные энергии, которые перекроют доступ для позитивных энергий, и ничего хорошего не будут поступать более в вашу жизнь, а негатив заполнит все в округе, принесет проблемы и раздоры в семью, а также нарушит особую энергетику вашего жилья. Возле вас может находиться человек, о мыслях которого вы даже не подозреваете, а он, к сожалению, просто мечтает оказаться на вашем месте, чем визуализирует свои мысли, а с помощью ваших рассказов у него с легкостью это получается. Из-за такого действия со стороны могут в семье начаться сильные ссоры между вами и вашей второй половинкой, что приведет к разводу, а счастье покинет ваш дом. Не стоит рассказывать и о конфликтах, которые происходят в семье, даже родителям, так как родители имеют настолько сильную энергетику, что, защищая своего, пусть даже уже и взрослого ребенка на подсознательном уровне, способны принести вред вашей второй половинке, разрушив его или ее энергетическое поле. Одна мудрая женщина когда-то меня научила, что конфликт, который вышел за стены жилья, никогда не будет кратким, а ссора не будет иметь положительное завершение. Сохранив все в стенах дома, вы быстро обязательно со всем справитесь, а от неприятностей и следа не останется.
Также не стоит рассказывать людям со стороны и о своих достижениях. Это должно волновать только вас. Ведь если вы имеете несколько дипломов о высшем образовании, вы делали в первую очередь это для себя. Если у вас увлечение приносит вам деньги, это также для вашего благополучия. Если вы много читаете, кому это нужно? Вы делаете это снова-таки только для себя. Если вы сели на диету, это же ваше решение, и вам для этого не нужно ни одобрения, ни опротестования. Человек, который не так успешен, как вы, и не может рассказать вам в ответ о каких-то своих достижениях, способен во время вашего рассказа отправлять вам посылы негатива, который ничего хорошего в вашу жизнь не принесет, а наоборот перекроет для вас доступ к возможностям, которые ранее были вам даны, из-за чего вы можете лишиться всего того, что должны были бы получить или же приумножить. Также, если человек завидует вашей внешности, силе воли, а услышит, что вы собираетесь что-то изменить, он целенаправленно уже будет стараться вас от этого отговорить, так как не будет хотеть, чтобы вы выглядели еще лучше или, как вариант, имели еще больше. Запомните, чтобы не обрести проблемы, все, что вы делаете для себя, для своего самообразования, должно касаться только вас, и вам для этого не нужно никакое мнение со стороны. И делая только так, успех вам обязательно будет обеспечен. Если вы совершили хороший поступок, вы посчитали, что данному человеку нужна была ваша помощь, забота, не нужно об этом рассказывать, так как это с хорошего поступка превращается в хвастовство, а это будет притягивать уже к вам негатив, который принесет проблемы и неприятности. Если вы придержали кому-то дверь и уступили место в транспорте, вы делали это для одобрения. Ну нет, конечно же, значит и забыть об этом должны. Как только вы сделали что-то, такое добро вернется к вам или кому-то из членов вашей семьи, при этом в большем размере и в очень короткие сроки. То же самое касается и благотворительности. Если вы решили что-то кому-то пожертвовать, оплатить, таким действием вы притягиваете к себе потоки сильных светлых энергий, а как только вы об этом кому-то говорите вслух, это сразу не только аннулирует посыл добра, который перед этим вы отправили, но дожидавшись от кого-то похвалы, вы перекрываете основной энергетический канал, из-за чего ваше энергетическое поле будет слабым. А также не все люди, которые вас окружают, готовы на такие же действия, как и вы. Многие способны получать из ваших рассказов выгоду, используя вас для своих нужд. А вы в меру того, что добрый и отзывчивый человек, будете стараться угодить тому, кто не искренен. Человек на энергетическом уровне чувствует человека, которому должен помочь. Поэтому прислушивайтесь к этому чувству, так как это делается все неспроста, а происходит так только тогда, когда и вам, и данному человеку на энергетическом уровне нужна помощь, и Вселенная сводит вас вместе, а уже затем между вами происходит сильный энергетический обмен, который меняет ваши жизни в лучшем направлении, и ни в коем случае в нем не должен участвовать кто-то третий, так как нужного результата не произойдет. А если данный человек не чист душой, то это притянет в вашу жизнь череду проблем и неприятностей. Не стоит рассказывать и о своих планах на будущее, так как такое действие способно принести вам немаленький вред. Во-первых, могут найтись такие люди, которые, послушав ваши идеи, ваши какие-то, возможно, желания, начнут воплощать уже ваши планы в свою жизнь, перейдя такими действиями вам дорогу и лишив вас возможности сделать то, к чему вы так стремились. А во-вторых, запланировав и рассказав об этом, никогда не произойдет, так как намечалось изначально. Ведь вы поспешили, а значит вы похвастались. А хвастовство способно притягивать негатив, а также человеческую зависть. Вы, получив это в свою жизнь, вы получаете то, что сбивает вас с выбранного пути и направляет по более сложному. Это в лучшем, конечно же, случае, а в худшем, если человек, которому вы поведали о своих планах, имеет более сильное энергетическое поле, вы пойдете совсем иным путем, на котором вас будут ждать проблемы и неудачи. Поддавшись им, вы только будете накапливать больше негатива, и, соответственно, это причинит вам еще больше вреда. А об осуществлении планов придется и вовсе забыть на некоторый промежуток времени.
Поэтому научитесь сначала делать, а затем все, кто находится в вашем близком кругу общения, и сами все увидят. А те, кто не близкие по отношению к вам, не должны вообще ничего знать о вашей жизни. Или знать, но знать как можно меньше, так как это не позволяет им уже навредить вам, сохраняя тем самым ваши положительные энергии в целостности. А это значит, что они способны в любой нужный для вас момент прийти вам и помочь. Также ни в коем случае нельзя рассказывать никому о тех секретах, которые вам доверили, так как таким действием вы притягиваете в свою жизнь не только разрушительный негатив, но и негативные эмоции, которые данный человек испытывает, когда узнает, что вы выдали его секреты. Когда с вами чем-то делятся, это происходит не просто так, как вам может показаться, а из-за того, что вас уважают, а также стараются у вас найти энергетическую защиту, ощущая, что энергетическое поле того, кто к вам пришел, слабее вашего, и вы можете его не только защитить, но и укрепить, благодаря чему в такой момент притягиваете потоки очень сильных положительных энергий. А когда вы выдаете секреты данного человека, то вы уже целенаправленно отказываетесь ему помочь, а значит и принимать потоки сильных энергий, показывая, что вам это не нужно, что у вас и все так хорошо. И данное действие способно повлечь за собой серьезные последствия, такие как потеря работы, денег, распад семьи. А также может быть и такое, что следом вы совершите такой поступок, после чего от вас могут отвернуться даже все члены вашей семьи и даже ваши близкие и знакомые. Очень важно, чтобы вы научились хранить секреты других людей. Удача и благополучие не заставят себя долго ждать. Также никогда не стоит и сплетничать. Это не только нехорошая привычка, но и кроме негатива она ничего не способна привлекать в вашу жизнь. Не стоит приносить и эти сплетни в дом, пересказывая их членам своей семьи. Почему? Потому что это разрушит энергетику вашего жилья. А к членам семьи притянете страхи, проблемы, головные боли и даже порой депрессию. Вообще научитесь как можно меньше рассказывать и делиться с окружающими людьми. Также не стоит рассказывать о тех доходах, которые вы получаете и зарабатываете, а также тех зарплат, премий и так далее, которые вы получаете в компании. Сейчас, да, в компаниях стараются даже в контракте указать, что в течение от 3 до 5 лет человек, точнее работник, не имеет права после увольнения рассказывать о своих доходах и делиться той или иной определенной информацией. И вы знаете, это правильно. Почему? Потому что когда вы кому-либо рассказываете о том, сколько вы зарабатываете денег, вы тем самым рассказываете и людям. Но вы должны понимать и то, что люди имеют разный достаток. И одни больше зарабатывают, другие меньше зарабатывают. И, что самое страшное, вас просто могут сглазить. Потому что кому-то не понравится, что вы в следующем году, например, планируете отправиться в какое-то путешествие, в какую-то интересную, дорогую страну. Или планируете купить какую-то интересную, дорогую вещь, возможно, машину, возможно, имущество и так далее. И человек вам уже отправляет определенные посылы, чтобы разрушить это. И к чему это приводит? В конечном итоге у вас это ничего не получается. Поэтому мечтаете, мечтайте. И не стоит делиться вот этими секретами, мечтами, желаниями ни с кем. Да, есть ваши родные и близкие, с которыми вы проживаете в одном доме или в одной квартире. Вы вместе находитесь и сидите за одним столом, вы обсуждаете, вы мечтаете, вы планируете. А другие люди, к сожалению, несут только негатив и разрушение, и вам это нужно понять. Также используйте в своей жизни одно простое правило. Сначала вам нужно хорошо обдумать все то, что вы собираетесь сказать вслух, то есть транслировать в этот мир, а только затем это озвучивать, чтобы не пришлось жалеть о последствиях и не думать о том, как потом от них избавляться. Держите свою жизнь под запретом, и это от много вас убережет, сохранит вашу положительную энергетику в целостности, а значит и оставит у вас возможность приумножать ее на протяжении последующих дней.
Ведь благодаря этому счастье, успех, благополучие, удача, изобилие, богатство, любовь будут всегда в ней присутствовать, а значит и жизнь ваша будет прекрасной, чудесной, и вы не будете знать нужды ни в чем. Энергии всегда будут укреплять ваше энергетическое поле, а это еще и защитит вас от недоброжелателей, от завистников, от тех людей, которые могут находиться возле вас, выдавая себя за близких людей. Ваша жизнь на то и ваша, что должна волновать только вас. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте эти простые правила, берегите себя, и тогда действительно в вашей жизни будет и изобилие, и достаток, и благополучие. Помните о том, что вы создатель и вы творец своей жизни. Никто другой не сможет сделать то, что вы сможете сделать. Но как вы это сделаете, это уже зависит только от вас самих. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна, два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео именно для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся уже буквально в следующем видео.